Всем привет! Меня зовут Влада4, Глент, Серега. И добро пожаловать в ролик, который называется «Самый сложный выбор челлендж». И внимание на экран! Я этот вопрос вижу в первый раз в жизни, но суть ролика заключается в том, что мне нужно выбрать что-то одно. Давайте в процессе ролика потестируем разные механики, но в первом раунде Глент должен отстаивать синюю сторону, а Серега должен отстаивать красную. И должны повлиять на мой выбор. Ну что, Глентик, я хочу услышать твои аргументы в защиту синей стороны. Выбор таков: украсть кошелек у пожилой женщины или сказать 10 сиротам, что Рождество отменяется. А начнем с чего? Украсть кошелек у пожилой женщины. Ну, я бы это сделал. Так пострадает только один человек, а в красном варианте пострадают 10 детей. У них надежда еще какая-то есть. А женщина, у нее может все на карточке. Может в кошельке у нее там 3 рубля. Откуда ты знаешь? Ну, смотри, ты скажешь, во-первых, эти дети, они, во-первых, не то что дети, они еще и сироты. Ты их видишь, скорее всего, ну, один раз в жизни. И они себя... Вот это аргумент. И скажешь просто, Рождество отменяется. Они такие, а нам-то что? У нас воспитатель сказал, будет Рождество. Какая разница? Люди ждали целый год, представь. Вот я лично ждал всегда эти новогодние Да, праздники. люди ждали целый год, а бабушка, возможно, копила всю жизнь. Не клади яйца в одну корзину, как говорится, но не может носить в кошельке все свои деньги. Короче, я готов принимать решение. Я тебе говорю, бери пожилую женщину. Они еще вырастут, у них есть свои умы, они там... Так она уже свое отжила, у нее уже все есть. Я голосую сказать 10 сиротам, что Рождество отменяется. Бессердечный ты человек. И 48% людей из 100 думают как Влад, а 52% как я. Все правильно. А если бы ты не защищал, ты бы тоже так и поступил? А это уже не важно. Короче, у меня такое мнение, что грабеж ни в каком виде вообще невозможен. Ну нельзя, ну это как? Забрать просто, да неважно у какой женщины, ну это нельзя так делать, вы чё? Небольшой дисклеймер, я неплохой человек. Я бы вообще не выбрал бы ничего из этого. Я в шоке, что 52% выбрало грабануть бабку. Ну что, первый раунд прошел. Кстати, ребята, вы видите, мы очень быстро перешли к контентику, чтобы вас ни на секундочку не отвлекать. Но прошу заметить, это лайв-ролик. Наши наши настоящие подписчики обожают такие ролики, где мы настоящие, где мы болтаем со своей аудиторией, делимся своим мнением. Поэтому, ребят, просто влепите смачный лайк под видос. Нам будет очень приятно. Так, ну что, продолжим. Давайте теперь так. Раз Серега как бы победил, ты садись теперь в центр, будешь выбирать. А, еще, кстати, хотел кое-что рассказать в защиту Сереги. Типа пишут, что Серега что тут делает вообще. А, то, что он молчит? На самом деле все не так. Серега очень ценный член нашей команды, даже если он молчит на протяжении ролика. Он играет на саппорте. Мы рядом с ним, мы просто раскрываемся. Я играю на шаманчике, все нормально. Так что, ребята, Серегу не обижайте. Серега топчик. Ну что, погнали. Итак, вопрос такой, не уметь сидеть или не уметь стоять? Я бы хотел сразу ответить. Давай, расскажи мне. Вот смотри, не уметь сидеть, это очень хорошо. Ты всегда подвижный, все в движении. Ты никогда не сидишь на месте. Всегда на движе. Это офигенно, мне кажется. Не уметь стоять, значит, ты все время или валяешься, или сидишь. Растет жирок. Но, когда ты лежишь, ты чилишь, смотришь сериальчик, то есть отличное состояние для чила, а когда ты сидишь, ты можешь сидеть за компом. 2022 год на дворе, значит, ты можешь больше пользоваться мозгами. А вот эти ходишь, тусовки, зачем? Почему на тусовке? А работать как стоя? Бред. Отлично, стоя работается. И столы тем более теперь есть, которые поднимаются. Я Короче, тебе говорю. лежать для отдыха, сидеть для продуктивно работать. А как он, допустим, если куда-то хочет поехать, вот он не сможет уже никак это сделать? Как не сможет? Ну, он не умеет Он стоять. купит кресло такое и будет вот так вот. Я бы, конечно, выбрал не уметь сидеть. Мне кажется, это очевидно. Все, мне кажется, я точно определился, услышал твою сторону, твою. Я выберу не уметь сидеть. Бой, 60% людей так ответило. Да, это очень просто, потому что существуют столы такие, которые поднимаются, и ты можешь стоя работать и за компьютером. Не уметь сидеть, это, ну, в принципе, мне не надо. Мне нужно что, куда-то идти, чем-то заниматься. Могу и есть стоя, пожалуйста. Ну что, Глент, ты победил, занимай мое место. Так, следующий вопрос очень сложный. О, Почему на меня он выпал? Не можешь перестать быть серьезным, то есть ты постоянно серьезный, или не в силах перестать шутить. То есть ты всегда шутишь, всегда над кем-то рофлишь. Серег, не хочешь поменяться? Давай. Ты знаешь, как защищать красных? Ну да. Клюн, хорошее начало. Ладно, давайте я выслушаю ваши Короче, аргументы. не можешь перестать быть серьезным. Да. В принципе, значит, что ты по жизни собран, сконцентрирован. Все вот что-то хихи-ха-ха, но тебе
не до этого. Ты на своей волне. Планируешь, мечтаешь, достигаешь. Ну, короче, ты серьезный человек, и у тебя все будет получаться. Так, хорошо, тут аргументы зачтены. На этой стороне, если ты постоянно шутишь, у тебя всегда отличное настроение. Да, не факт, что у других оно отличное. Он как рекламщик в магазине. А может над собой шутить, всем наоборот веселье устраивать. Шут гороховый. Кстати, ну шуты, они всегда при царях были. Он меня переманивает. Ты можешь стать мемом, понимаешь? Тебя бы все обсуждают, потому что ты веселый. Ну, А толку? ну тебя все знают, а серьезно, хоть одного серьезно знаешь, даже Илон Маск шутит. Блин, пока он выигрывает, реально. Да, это хорошо, наверное, в деле быть серьезным, но по жизни... Блин, ребят, это реально очень трудный вопрос. Можете написать в комментах, что бы вы выбрали. Постоянно быть серьезным или постоянно шутить? Я все-таки... Нет, блин, как сложно, сейчас я подумаю. Именно на сегодняшний день я бы выбрал синее, просто потому что нужно развиваться. Это сейчас время для развития. И Ну и отлично. Ты не большинство. 41% за синий вариант ответа и 59% за красный. Большинством быть это не всегда плюс. Ладно, окей, Влад, Так, садись. давай сюда. Это очень трудно. Хочу какой-нибудь вопрос под ковырочкой. Красивый ход, что Влад пересел на центр. Ну, Серега, лучше ты будь как в первом ролике, реально. Ну что, ребят, на все соглашаться или от всего отказываться? Объясняю, почему мне кажется, что на все соглашаться гораздо лучше, чем от всего отказываться. Когда ты на все соглашаешься, у тебя есть свой движ. У тебя, во-первых, вот тоже, если у тебя идет дело, да? Если ты от всего отказываешься, то дело не может расти. А если ты, как говорится, на все соглашаешься, да, где-то будут неудачи, но есть шанс, что если ты согласишься, у тебя, наоборот, прильет. Надо всегда соглашаться, мне А если вдруг я попал в плохую компанию? А если тебе скажут с крыши спрыгнуть, спрыгнешь? А если тебе предложат 10 миллиардов долларов, и ты такой, нет, вот если ты выберешь красный вариант. Судьба такая, понимаешь, штука, она дает тебе и хорошее, и плохое. И лучше совсем соглашаться, чем вот просто взять и отказываться от всего. Так нет, тут же фишка в том, что тебе могут подпихивать и то, что ты не хочешь. В красном варианте ответа ты можешь встретить то, что тебе даст просто офигенный буст, но тебе придется отказаться. У меня очень просто. Главная поговорка есть такая. Умей говорить нет. Мы люди, мы всегда готовы сказать да на все. Пойдешь в компы играть до 5 утра? Да, конечно, кто откажется? Но потом так больно, так плохо, тебе утром вставать, там, на учебу, куда-то еще. Ну, у тебя не будет друзей, у тебя не будет общения, Почему? потому что ты на все говоришь нет, никто с тобой не будет А общаться. ты первый предлагай, ты их спрашивай. Пойдешь гулять? И все. Они такие, хорошо, только я сейчас домой зайду, и ты такой, нет. И все. Что нет, он меня не спросил, он просто предложил свое решение. Не-не-не, я тебе говорю, от всего отказываться это очень плохо, это очень Зато плохо. ты будешь очень инициативный, ты не будешь ждать вопроса. Такой аргумент. Есть фильм «Всегда говорит да». Да, я И смотрел. герой этого фильма что? Говорил да. И что в конце стало? Ну это же сценарий написанный, понимаешь? Чтобы на позитивную не-не-не, ноту я тебе вывести. говорю. Да, там герой фильма был счастлив, на все соглашался, его жизнь поменялась. Но опять же, я говорю, это так, если ты попадешь в хорошую компанию. Если ты попал в плохую компанию, то тебя в могилу заведут. Нет, смотри, сначала ты же изначально, ты соглашаешься на все с мамой, с папой, они желают тебе только самого хорошего. Потом они просто буквально, ну я думаю, мама с папой тебе предложат общаться с кем-то, ты согласишься, и все, ты уже в той компании, в хорошенькой, в добренькой, которую тебе посоветовала мама с папой. Я тебе говорю, надо брать синий вопрос. Здесь правда. На самом деле, да, я выбираю синее. Е-бой! Короче, да, на самом деле, я же могу просто закрыть уши в моменты, когда мне что-то не нравится. И, грубо говоря, получать предложения только от хороших людей. Поздравляю, это был действительно Ну достойный и жизнь выбор. веселее, там, новые приключения, все такое. Сейчас за пультом я, и у меня такой вопрос. Иметь возможность телепортироваться или уметь путешествовать во времени? Вау! Ну, ребята, ваши аргументы? Смотри, ну телепортировался ты куда-нибудь, и тебя хлопнули, и все. Так у тебя же синий. Ты синий защищаешь. Сейчас. Так нет, я же наоборот. Нет, все правильно. Иметь возможность телепортироваться в нашем времени. А я говорю, что уметь путешествовать, вот ты полетел, и ты же не знаешь куда, и тебя сразу шлеп и прижучили. Моментально, на ровном месте, даже объяснить ничего Не знаю, там сможешь. написано уметь, то есть как бы ты уже знаешь. А как какой телепортироваться смысл? во А какой время. смысл? Ну полетел ты в какой-нибудь 1750-е. Кони, рыцари, что ты там будешь ловить? Нет, тебе так далеко путешествовать не надо. Тебя Вот укусил жук, и все. помнишь какую-нибудь ситуацию в прошлый раз? Вот ты там, не знаю, пикнул не того героя в доте. Назад на 1 час вернулся. Вот и весь смысл. Ну хоть один аргумент в телепорт будет, нет? Я пока что топлю. Иметь возможность телепортироваться. Жизнь-то одна. Да. Представь, ты ее можешь прожить на полную катушку. Сейчас ты на пляжике, потом, куда ты там телепортнулся, на какую-то машиночку, где-то покатался, что-то там подзаработал, ты звезда мирового масштаба, тебя словить невозможно, ты телепортируешься, все тебя обожают, ты как супергерой, и ты эту жизнь проживаешь на полную катушку, где хочешь, в любой момент времени. Блин, ну вот ты сказал, жизнь одна, и это как будто еще и минус к твоему, потому что уметь путешествовать во времени, то есть
по логике я всегда могу остаться молодым. Нет, через 30 лет ты дед, и кому-то там нужен. Я, то есть, типа, не омолажу. Ну конечно, да, нет. логично. И там ты не То есть омолаживаешь. ты- Нет, тогда, блин, Вот сейчас бы ты где хотел оказаться? на Бали. И вот-вот, ты это можешь. А так ты куда? Вот что ты? Я еще не приводил аргументы в пользу грабежа, но я против. Но, Раз такая пляска. но в прошлых раундах ты как бы эту инициативу поддержал. Поэтому ты представь эти возможности. Ну да, В любой согласен. банк прилетаешь, и тебе не надо помощь носить сумки. То есть камер не существует, да? Появился персонаж где-то в центре Кто банка. меня догонит? Я А лицо? телепортироваться. Отсканировали твое лицо, пробили. Такой-то клиент живет в России, там-то, там-то. Да по кайфу телепортироваться. Ну это, грубо говоря, ты вот историю любишь, вот историю. Вот ты читаешь Нет, книжки. нет. Ну так и что тебе туда надо? Будущее хочешь знать? Ну, про будущее я согласен. Аргумент серьезный. Не, вот мне наоборот было бы страшно в будущее телепортироваться, потому что я такой перематываю на 500 лет, и там, ну не знаю, По там кайфику позырил. другой кислород, которым я не умею дышать, или что-то еще такое. Ладно, голосуй, Глен. Быстрее, голосуй. Взял, Не взял слушай технологии, его. технологии Не слушай, взял, не слушай. вернулся назад и такой, опа, я знаю, как все Блин, я делать. хотел скрыть этот аргумент. Блин, точно! Слушай, не, я тогда все-таки за красное, потому что действительно, я же был бы вообще Но ты, супер-мега получается, мозг. но ты будешь обманщиком. Нет, я бы ускорил время, я бы... Куда ты ускорил Ну, время? я имею в виду, я бы ускорил развитие человечества, это раз. Во-вторых, я бы стал мега богатым, мега успешным, я бы был бы айдолом, как говорится. Я бы Представь, как реально- бы ты оскорбил и обидел человека, у которого ты бы украл Он еще не его родился. компанию. Он еще не родился. Так и все, его судьба уже поменялась в этот момент. Ты сломал человеку судьбу. Слушай, пускай шагает. Один минус на своей стороне найду. Вдруг ты телепортируешься, а там уже, ну вот, метеорит. Так он быстренько обратно. Поэтому надо телепортироваться. Телепорт-бомба, реально. Жух, погрелся, бах, туда, к друзьям, корешам. Маму вот прилетел, чмокнул в щечку, полетел дальше. Ну вот, блин, мать святое, ты не обессудь, конечно. Блин, не, все-таки я, наверное, выберу телепортироваться. Будущее. Какое ты прекрасное. Ну вот насчет будущего сам думай, реально, это Блин, интересно. ну будущее, ну понимаешь, будущее тоже, там все настолько может быть по-другому, то есть, ну представь. Кайф, это же интересно, пипец. Короче, ребята, это очень трудный вопрос. Я все-таки выберу уметь путешествовать во времени. Ну, хотя нет, да фигня это путешествовать во времени. Ну, фигня полная. Слишком много рисков. Реально, слишком много А рисков. еще, есть еще один ужасный минус. Ты телепортируешься, тебе понравилось в другом времени. А смысл назад возвращаться? Да, ты уже не И хочешь. бросишь все, что здесь есть. И А фиг это- я приеду с новыми технологиями туда-назад. А это реально. как-то, ну, некрасиво. Да, я буду ностальгировать по этому всему. Нет, возможно телепортироваться, потому что я могу реально быть везде, где угодно. Побывать во всех местах нашей планеты, может быть, даже и не в нашей. Короче, нет, все-таки выбираю уметь возможность телепортироваться. И сколько людей за мой вариант? 50 на 50. Не-не-не, какой 50? Ну да, Смотрите там на разница. число. Больше, на 13 тысяч. Не, я вот на самом деле хотел бы путешествовать во времени. Ах ты, козел. Так, возможность полностью контролировать свои сны. Никогда не нужно спать. Вау! Вот это вопрос. Подождите, это две мои мечты вообще. Подождите, стоп, пока что не выбирай ничего. Возможность полностью контролировать свои сны. Ну это как просто смотреть мультики. Ну это офигенно, у тебя будут самые лучшие мультики, это твой досуг, ты будешь реально просто кайфовать постоянно. Блин, я здесь готов определиться. Подожди, рано, еще Серега ничего не ответил. Я прав, ну мне кажется, ну попробуй. Никогда не нужно спать. Естественно, ты можешь целый день работать, потом еще что-то придумывать, не знаю, читать. Ты сверхчеловеком становишься. У тебя плюс, сколько там, 12 часов? Ладно, ребята, реально, стой. я голосую. Нет, стой! Зачем? Ты вообще... О, Подожди, контролировать ты свои понимаешь, сны. что тебе не нужно спать, но усталость у тебя не пропадает. Пропадай! Подождите, Не, ну что за бред? подожди, нет, Да, стоп, конечно, я на 7-й день уже отъеду. Нет, я имею в виду, что усталость не только из-за сна берется. Усталость может браться физическая, да? Так я в Ты этот пошел момент работать. могу и почилить. Я знаю, сны — это сладенькая штучка. Вообще, бывают такие мультики интересные. Еще прикольно все это на себе ощущаешь. Но наша жизнь, она и так как сон. Вы посмотрите, что у нас на канале происходит. Мы и пожарниками были, и строителями, и что мы только не делали. Мы и так живем, как во сне. У нас столько всего происходит. Я уже даже своим снам странным не удивляюсь. Я такой, ну да, это обычный ролик, обычный сюжет ролика. Ну блин, А вот никогда не спать. Столько всего можно посмотреть, столько прочитать, столько попутешествовать, столько вообще всего можно делать. Ну, при условии, что я не буду чувствовать вот эту усталость, если всегда буду бодрым. Это, я считаю, мега суперспособность. И представь, у тебя, грубо говоря, жизнь просто умножается в 2 раза, потому что ты можешь еще сделать. А так ты просто проспишь всю жизнь. Я удивлен, что так много. Мне кажется, это не от сладкой жизни. Да, ребята, поэтому покупайте наши курсы по саморазвитию. Но у меня есть такая уже пассивка, я уже перестаю удивляться вообще всему. Мне кажется, вот если только космическая тарелка вот сядет, я только такой...
Я, типа, реально, уже просто не удивляюсь, и сны, ну, типа, сны и сны. Ладненько, давайте дальше. Итак, быть призраком или быть вампиром? Вопрос хороший. Хочешь поменяться? Да, я поменяюсь, я знаю плюсы вампиров. Тогда я, пожалуй, начну. Во-первых, ты бессмертный, это уже огромный плюс. Во-вторых, ты можешь все трогать, щупать, потому что когда ты призрак, ты все. Ты по факту, ты пустышка. Оно все сквозь проходит. Но ты просто сидишь в своем замке, не можешь выходить на солнце и общаешься с такими же вампирами, потому что обычных людей ты хочешь просто кусать, высосать из них всю кровь. Неправда. Ночью можешь выходить, а ночью самый движ. Ну и что, летучие мыши и эти, и в парке. Почему? Нет. Наркоманы. Нет. В клубе я ни разу не был, мне даже не знаю, что ночью делать. Так зачем тебе в клуб? А что за движ ночью? Да что ночью делать, реально? Но ты можешь купить себе комп и ночью спокойненько играть. Так вампир, у Вообще, него ценности другие, ему только кровь сосать. Нет, скорее всего, а у призрака ценности просто призрак, ты великолепны. просто, вы в контру играли, когда вы в спектрах, когда вы можете летать по всей карте через Ты стеночки, еще попробуй залетать, найди что-то смотреть. подобное на контру в реальной жизни. Не, и вот так ты призраком, вот чисто между стен летаешь, везде все слушаешь. Вот. У тебя есть какие-нибудь вопросики, какие-нибудь к этому миру? Кто как думает, что, как все делается, как все работает? Взял и полетел туда. Я бы не выбрал призрака, потому что по факту у тебя вся жизнь будет только вот летаешь между стенками, смотришь. А как что такое другие лицо живут. грустное? Лицо веселое, вау, интересно. Нет, а когда ты вампир, все, представь, во-первых, ты можешь летать, потому что ты можешь превращаться в летучую мышь, ты можешь передвигаться очень быстро. Только ночью. Ну, неважно, сам факт. Ты можешь ходить, можешь что-то брать, ты бессмертный, у тебя много сил. Никогда не спишь, представь. Ну смотри, я пытаюсь вспомнить из фильмов, из мультиков, вот, призраков, и там они в основном, ну, как-то, не знаю, жаловались, когда их находили люди, что я не могу ничего дотронуться. Ну, короче, они жалуются на свою жизнь, что они бесконечно вот страдают от этого. И то же самое про вампиров. Монстры на каникулах. Это позитивный мультик, и он там вроде тоже жалуется, что у него вот скучная жизнь уже, он уже все повидал, тоже ничего не происходит, он сидит постоянно в замке. Я всегда призраков рассматривал именно вот с позиции, что ты можешь летать везде, где-то посмотреть секретики. Не, я тебе говорю, будь вампиром, это офигенно. Понимаешь, что чтобы быть вампиром, тебе постоянно нужно кусать и высасывать жизнь из людей и животных. Животных выбирай Ну только как животных, постоянно? и всё. Получается, вроде как они Это, естественно, за место еды они это используют. Офигеть. А если я призрак, я могу увидеть, ну, других уже призраков, с ними пообщаться, затусить там. Не, ну вряд ли. Если с такой позиции рассматривать, не, я топлю только за то, что ты в инвизе летаешь через стенки и на все Это смотришь. да, ребят, кайфово. вампир. Если у тебя есть свои друзья, то, скорее всего, как в фильмах, вы с друзьями заперты на чердаке и кошмарите семьи, которые к вам приходят. Лучше быть хоть кем-то, который в реальном, настоящем мире как-то может с этим взаимодействовать, чем призраком, который все, ты пустышка, ты никто, понимаешь? Вампиром быть очень убьют круто. когда-нибудь. Да не, так а призрак, а Днём спать я бы смысл умел. призраком быть Спасибо. бессмертным? Ты устанешь на третий день смотреть за людьми. Мне кажется, я могу научиться как-то взаимодействовать через лампочки, через электричество. нет, ну в ты фильмах уже, это тоже не есть. придумывай. Я тебе говорю, вампир лучше. Ну все, 10 все, мне кажется, мы уже долго про это спорим. Я выбираю быть призраком, потому что я хочу жить подольше, летать сквозь стены. Какой жизнь подольше? Вампиры бессмертные. Ага, а синовиков что это такое? Это их конец. И Сюда, большинство. сюда. И раз шалки, ребята. Так, давайте еще. Но я надеюсь, ты адекват. Итак, быть ястребом или быть акулой? Можно я Я сразу хочу скажу? послушать Гленты. Только что ты говорил, что тебе было бы интересно летать там в спектрах, наблюдать, все дела. То есть посмотреть на всякие секретики этого мира. 90% океана еще не изучено. Ты не знаешь, что там происходит. И тут ты становишься акулой. Это штука, на которую никто не нападает. Ты, считай, король океана. Ты просто летаешь и кайфуешь. Что? Да ну, я пошел, все. Я не знаю, ну как с вами можно Да разговаривать? что это акула? Впереди ничего не видишь, плаваешь как это. Вот на рыбок в аквариуме посмотри. Засосала в крыло самолета и все. И вот твой ястреб. По всему ястребу пошло. Он уже... А тебя касатка съела и все. Какая касатка? Касатки жрут все. Ну, увидел ты какую-то странную фигню с жабрами, и что? Давайте лучше еще один. Вот ястреб. Теперь вот мы будем защищать с ней вопросы. Ребята, а под конец ролика мы решили устроить блиц. Но это когда мы не комментируем, а просто выбираем ответы. Каждый выберет по 3. Глент, начинай! Итак, первый вопрос. Быть запертым в студии в Нью-Йорке с 400 мопсами на год, вынужден собрать всех мопсов в США и посадить их на лодку, направляющуюся в Северную Корею. О, не, блин, я лучше год в студии проведу. Представь, как будет вонять, будет мочой. Да зато мопсики хорошие. Попадите в ловушку с прирученным тигром, попасть в ловушку
С бешеной белкой. В ловушку? Не, в ловушке даже прирученный тигр, мне кажется, он это... Я бы выбрал бешеную белку, если честно. Бешеную белочку, оп, и все. С тобой люди не согласны. Бешеная белка, она будет тебя кусать, царапать, вот так вот носиться по всему. Она очень быстрая. Так, раз, два, все, А, готово. пока ты вот так вот делал, она уже тебя кусает за орешки. И еще один. Работа по 10 часов в день в 4 раза в неделю, работая 8 часов в день по 5 дней в неделю. Опа. 10 у 4 40, 8 у 5 45. Нет, 8 у 5 тоже 40, да? Да, одинаково. Нет, тогда 3 3 выходных. выходных или 2? 3? Я и так по 10 часов в неделю работаю, ничего страшного. В день. Так, теперь мои вопросы. Всегда знать, когда люди лгут, всегда избегайте лжи. Быстро, быстро отвечаем. Естественно, знать, когда люди лгут, чтобы их раскусить. Так. Используется только Windows, используется только Macintosh. Естественно, Mac. Чего? Давайте, доснимайте сами. Чего? Я за винду. Быть офицером полиции или быть пожарным? Опа. Быстро, быстро отвечаем. Естественно, спасать людей из огня. Окей, let's go. 36% согласны с Серегой. Так, теперь я, погнали. 3 вопросика. Ешьте только KFC в течение месяца. Ешьте только Taco Bell в течение месяца. Так и разнообразнее. Не, гайс, вы чё? Дайте сюда KFC. Курочка, кайф. Будь первым, кто поднимется на Эверест, будь первым на Луне. Думай быстренько. быстренько Конечно, отвечаем. Луна. Луна? Конечно, да фиг на эти горы. Ну нафиг эту Луну. Это чё? Более рарная тема. Луна это легендарка, Эверест это мифик. Умереть в зомби-апокалипсисе, умереть в ядерной войне. Зомби-апокалипсис. Можно купить бензопилу, можно найти где-то дробовик, подстреливаться, повязки все, вот эти банданы. Кайф, ты чё, в игры не играл? Не понял. Иметь летающую машину, иметь подключение к интернету со скоростью 1 терабайт в секунду. Конечно же! Скажи, что ты выберешь терабайт. Скажи, что ты выберешь терабайт. Летаешь машину, у кого есть? Какая нафиг летающая? Чел, у меня там 200 мегабит или что там, мне хватает просто, я не знаю, куда быстрее. Я даже самую сложную игру, я просто ставлю качаться, я просто за чаем сходил, уже все есть. Зачем столько? Зачем? А летающая тачка, ты че, кайф? Поднялся. Ну что, ребята, спасибо вам за просмотр этого ролика. Блин, мы кайфанули, чувствую себя прекрасно, потому что мы побыли с вами наедине. Ставьте лайки, обязательно напишите в комментариях, какой нам еще лайф-ролик снять, какую-то реакцию, какой-то обзор, игра, что угодно. Пишите, пишите, пишите. Ну а с вами был я, меня зовут Влад4, Глент, Серега. Всем пока! Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага, Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летает моя ламба?